Славия оказалась крепким орешком, который не так просто расколоть. До перерыва в Севилье они успели забить дважды, хотя и пропустили столько же. Счет 2-2 чехи удержали до конца игры. Пятикратный победитель всея Лиги Европы не смог обыграть на своем газоне скромную Славию. На первой минуте игры Виссам Бен Эдер забивает свой очередной гол, который в Лиге Европы стал для него уже 7-м. Марокканец Монир Эль-Хадади, сменивший зимой сине-гранатовую футболку на бело-красную, отличился за андалузцев впервые. Ассистировал им дважды Банега. Скверны дела у Севильи. Команда за 2,5 недели из 5 встреч выиграла только одну, а пражский клуб побеждает в 4-й игре подряд. В каждой из них результативность составляла более 2 голов за матч. Айнтрахт старался, однако забить итальянским командам, которые славятся своей обороной, непросто. Как вскрыть мощную защиту Интера, для Хюнтера загадка. Во встрече не было голов, однако у миланцев был пенальти, который им не удалось реализовать. Удар хорвата Брозовича вытянул голкипер. Франкфуртский Айнтрахт имеет на данный момент 10-матчевый беспроигрышный отрезок, а дома они не уступают уже 7 игр к ряду. Кроме этого, немцы не знают в Лиге Европы поражений вообще. Счет 0-0, конечно же, в пользу гостей. Команда поздравила Спалетти с днем варенья, но результат первой игры ничего еще не гарантирует. Посмотрите итоги Лиги Чемпионов. Динамо Загреб в матче с Бенфикой добилась минимальной победы. У хозяев поля было преимущество по ударам, но судьбу игры решил 11-метровый. Другой хорват Петкович бьет сильно и метко, стало тревожно за сетку. Загреб побеждает в 6-м поединке Лиги Европы при одной ничьей и одном проигрыше. Клуб продлил свою серию до 6 матчей без поражений во всех турнирах. Бенфика, которая 5 дней назад выиграла у Порту в чемпионате, уступила впервые за 1,5 месяца. Рен сенсационно нанес поражение Арсеналу. Для канониров оно второе в розыгрыше. Сократис получил под перерыв вторую желтую и осложнил положение англичан. Французы побеждают 3-1. Алекс Ивоби, который молчал месяц, отличился уже на 4-й минуте. Его клуб уступает 4-й раз за последние 6 выездов. Это была первая встреча Рена и Арсенала в истории. Она хорошо запомнится хозяевам. Зенит просыпается. Команда прибавляет, но играть им предстояло с клубом из сильнейшего чемпионата, у которого 3 момента, 3 гола. 2 из них головой. За Вильяреал отметился и Бора. Самый активный в составе Питера Азмун через пару минут установил статус-кво. Игрок отличился в 3-й игре к ряду. Чем-то он напомнил Пьонтека, который не так давно перебрался в Милан и также забивал в стартовых играх. Победоносный для Зенита 2008 год. Впервые свел клуб желтой субмариной, а в 2019 итоговый счет 3-1. Команда уступает первый раз на своем поле в Лиге Европы. Можно констатировать ее вылет. Ведь этот результат даже хуже, чем в матче Рена и Арсенала. Вы возразите, но пока Зенит тренирует Симак, ничего не добьется. Вспоминайте игры с Минском, Фенербахче, да еще игра в Испании на выезде. Через 2 часа состоялись еще 3 встречи, и к 18-й минуте все 3 гостевые команды успели пропустить. Челси принимала Динамо Киев и прижала их на своей половине. Педро реализовал преимущество синих в гол. Чтобы вы поняли суть происходящего на поле, первый удар киевлян состоялся на 74-й минуте игры. Лондон выиграл первый матч 4-0, отметился еще Ходсон Одои и бразилец Виллиан, которому знакома Динамо. Челси выигрывает 3-й матч подряд во всех турнирах, а их оппонент впервые терпит фиаско за 7 последних встреч. Наполи уже на старте сокрушила Зальцбург. Команда Карло Анчелотти после проигрыша от Ювентуса отыгралась на австрийцах 3-0. Напомню, что итальянцы на своем поле потерпели в этом сезоне в различных турнирах лишь одно поражение от Ювентуса. Теперь нужно все начинать заново. У команды гостей моменты были, но все, что смог сделать Зальцбург, забить собственные ворота. Клубы сыграли впервые. Наполи фаворит пары, и на 99% они уже вышли в 1/4 финала. Еще одно российско-испанское противостояние. Оно состоялось в Валенсии, где местный клуб старался продлить свою беспроигрышную серию до 12 противостояний. Это им удалось. Как было сказано выше, Краснодар пропустил в первом тайме дубль у Родриго. Хорошее впечатление он оставляет и за клуб, и за сборную. Испанец отличился в 3-м поединке к ряду. За первые 30 минут игры Краснодар ни разу не ударил по воротам, но Краснодарчик красавчик. Коллектив забил нужный выездной гол. Сольный проход завершил швед Классен. Витя не забивал до этого 12 официальных игр. Команда из России провела 5 официальных поединков в году. Однако команда Мусаева еще никого не побеждала. Расписание ответных поединков теперь пораньше сыграют Динамо Киев Челси, Зальцбург Наполи, Краснодар Валенсия. Их встречи в 9 вечера по Москве. А в 23:00 Интер примет Айнтрахт, Бенфика Динамо Загреб, Славия ждет Севилью, Арсенал Рен и Вильяреал Зенит. Завершим по традиции списком лучших бомбардюков. У Бен Эдера 7, у Дабура также 7, Йович и Жиру забили по 6 мячей. Ставьте лайк, если выпуск показался вам безумно интересным. Рекомендую следующий про новые правила футбола. Не прощаемся.